про последний слайд, где было 10, там было сказано, что там до $1 миллиона в квартал, раз в 3 месяца, да, по-моему. А вот топ 1000 и Team 100, там тоже раз в квартал, или ты перевел, что раз в месяц, или я уже неправильно понял? Yeah, I maybe didn't say it. It is quarterly as well. And so for Team 100, it's about $80,000 a quarter. And for or for Club 1000, it's right around 10,000 or so. Это клуба 100, клуба 1000 и команды 100. Это ежеквартальные выплаты в размере около 80 тысяч долларов для команды 100 и около 10 тысяч долларов для клуба 1000. Для вот этого клуба, для клуба 1000 люди в команде должны быть из той же страны квалифицированы, то есть подписаны, откуда и сам лидер, или это глобальная команда? They do not, no. So what matters is where you live. So if you live in Russia, but you enroll 10 people from the United States, that still counts. Значит, те партнеры, которых привлекает человек, который хочет получить квалификацию данного клуба или команды, не обязательно должны быть из той же страны. То есть можно пригласить там 10 человек, то есть партнеров приглашать из других стран, из США и так далее. Не американские партнеры и резиденты США, каким образом они входят? Okay, yeah. With the commissions, you do. With the MasterCard, that's the pay card, you can pull the money out in an ATM. That one will come with a PIN number that you can then withdraw your cash or do a bank transfer. Те деньги, которые в виде комиссии приходят на карту, могут спокойно сниматься, потому что карта будет с пином и так далее. А поинты никаким образом в деньги не превратятся. То есть это подарочные карты, которые в виде действительно денег на карте Visa или мастер кард, которая будет физически присылаться FedEx, например, или DHL. И эти деньги можно будет использовать как просто обычную карту. Ну, то есть вот на эти поинты будет присылаться подарочная карта таким образом. И в итоге, в принципе, это можно назвать той же конвертацией в деньги, правильно? Ну, я правильно? Дебетовая карта, нормальная банковская карта, которая названа подарочной картой, на которой заряжены деньги. Хорошо, тогда комиссионные каким образом будут выводиться? Именно комиссионные. Это мы сейчас... They come directly from Visa, right? And they work anywhere in the world, but they're one time. So once the $100 is used up, they're done, and you throw them away. The ones that for commissions, that's different. That one comes from a company called GPG. That is our payment solution processor, and that card is reloadable. That one you keep, and every Friday they load the money onto it. I see, thank you. Значит, вернемся на секунду к подарочным картам. Это будут одноразовые карты, выпущенные Visa, которые после того, как партнер истратит все деньги на них, можно выбросить. Это будут одноразовые карты, понимаешь? Вот. А те, на которые будет комиссия приходить, они будут пополняемые, вот, и их будет обслуживать компания под названием GPG, которая вот использует DIVVEE Social для своих финансовых вопросов. Когда начнут высылать эти карты, опять туда же вопрос, но, собственно, по гифт-картам, наверное, понятно, когда заработаешь, но и по тем тоже, когда заработаешь. Но когда отсчет идет, сейчас на преланче уже начнут высылать, или после официального старта компании в январе? Yeah, it will be during the pre-launch, during the beta test. Today, in fact, we will get an email from the company talking about the steps that will happen over the next week to get started with the pre-launch or the beta test. And then once we're on the new Microsoft platform, we will be able to request our pay card and we'll be able to start getting points. Значит, карты будут уже спустя неделю после входа какого-либо участника, вот уже на стадии бета, на стадии предварительного запуска уже начнут выпускаться.
Вот. Они сейчас налаживают вопросы уже с техническими партнерами. Вот. Угу. Значит, первая дата, когда будут уже начисляться поинты, и уже карты будут отправлены, это пятница, 23 декабря, и где-то в течение нескольких дней, 3-5 дней, эти карты уже дойдут участникам. Но вот в Рунете ходит информация о вложенных 10 миллионах долларов Microsoft в сам проект. Как-то можно это осветить? Действительно так? Yeah, so here's how that works. So basically, Microsoft is third place in the app wars, right? So Apple is number one, and Android is number two, and Microsoft has their own app store in Windows 10, and they want to catch up. And so they offered to DIVVEE, number one, they gave them $20 million software, the Dynamics that we talked about, GP, that's $20 million software. So they got that for free. And then the other thing is they gave them all their programmers to get it done. Normally what they did would have taken 9 months, but they were able to do it in just 6 weeks. Действительно, Microsoft, которая в данный момент занимает третье место на рынке мобильных приложений, именно как магазин для мобильных приложений после Apple и Google Play Store, действительно предоставила DIVVEE Social свое программное обеспечение стоимостью $20 миллионов, а также программистов, которые помогут поставить систему, скажем, сделать ее рабочей, привести в рабочее состояние не за 9 месяцев, как обычно, а за 6 недель. Какие девайсы можно использовать? То есть, опять же, есть разноречивая информация о том, что один партнер не может, скажем, использовать одинаковые девайсы. То есть имеется в виду, там, 2 iPhone он не может использовать в течение дня, скачивать приложение. То есть у него должен быть iPhone, к примеру, iPad, MacBook и Samsung какой-то. То есть не может быть 2 одинаковых девайса. Так это? Yeah, well, the idea is this. If you have 2 iPhones, it's fine. What we wanted to avoid was to have people go and just buy 5 of the same Android tablet and do it on all 5 of those. It's better if they're at least a little bit different, but it's not. At this point, since they've limited it to 5, it's not a big deal anymore. Ну, в общем, не было такое мнение насчет того, что лучше было бы, если бы устройства, которыми пользуются, были хотя бы немного различались, но на самом деле все-таки они эту идею оставили, и можно пользоваться абсолютно одинаковыми устройствами. Можно ли использовать чужие девайсы человека? То есть вот каким образом отслеживается девайс и отслеживается ли? Right, that is a good question. And yes, it is being tracked. When you log into a device with your DIVVEE account for the first time, that device is now linked to you and your account, and you cannot let anybody else use it. Well, they could use it if you handed it down to them, but they will not get the same apps because the apps that we're getting, it knows when they've already been installed on that device. And so you can't just say, oh, I want to do my 20 today, and then I'm going to give it to my friend to do the same 20 today. It won't work. It will know that was already done. Значит, действительно, по MAC-адресу будет отслеживаться, или просто по MAC, я не знаю, что здесь имеется в виду, будет отслеживаться, какое устройство было залогинено именно в систему, поэтому те же приложения другому участнику, который с этого же устройства зашел, не будут предоставлены, это будут другие приложения. По поводу змейки, как объяснить, то есть матрица заполняется, когда ставишь своих людей вниз, она, можно сказать, заполняется автоматически, принудительно, скажем так. И как змейка слева направо, потом справа налево, возвращается, и так и дальше действует, слева на справа и справа налево. Соответственно, правильно я понимаю, что когда эта змейка встречает какую-то ногу, которая глубоко ушла вниз, то она как бы ее пропускает, а заполняет вверху пустые места. То есть она выравнивает эту матрицу.
Yes, absolutely, because it will build from left to right, right to left on the next open position. And the other thing that's important to remember is that with the dynamic compression that we have, it doesn't really limit us to just the 10 legs. So, for example, Richard already has down to 287 levels down, and he's still getting paid on all those levels because not everybody goes and gets their 10. Вообще, действительно, система заполняет бреши, и с динамической компрессией вот этой партнер, который во главе этих ног, да, он получает стабильные выплаты, независимо от большой разницы в длине этих ног. Какие призы можно выиграть? Потому что где-то на слайдах есть информация про Harley Davidson, Mercedes, презентации. Yeah. So in the next year, they will start to do the raffles. And so, yes, we will be able to, with our points, we will be able to get raffle tickets, and we will be able to win motorcycles and cars and trips and all kinds of fun things. Да, действительно, в 2017 будут проводиться вещевые лотереи, где можно будет выиграть и автомобили, и мотоциклы. Как будут проходить мероприятия компании и глобальные события? So the first thing that will happen is on January 10th, we will have a virtual type launch party. And then in March is when they're going to do a local event here in Utah. We're going to invite everybody from the United States to come to that event. And then after that, from March on, Darren and Richard and Troy and everybody else, we will start to go visit the rest of the world, and we'll start, traveling to the different countries and doing events everywhere else. So, and then we'll have a yearly something called a DIVVEE Con. If you know what a Comic Con is, or there's different kinds of conventions, right? So that's what it's going to be. It'll be a yearly DIVVEE Con. Where there'll be the big party where everybody comes to. То есть 10 января будет проведено событие в онлайне. Это будет не офлайновое мероприятие по официальному запуску. Затем в марте будет событие в штате Юта, где будут присутствовать все топ-менеджеры. То есть это будет США. И затем в течение года будут уже проводиться мероприятия в разных странах, а также будет запланирован ежегодный DIVVEE, по аналогии с Комик-коном, например, типа конвенции, ежегодный слет, если так можно сказать, участников и партнеров. Вопрос такой, задали, как могут стоить одинаково в развитых странах, типа США и Японии, и в тех же бедных странах, как Камбоджа и Африка. Yeah, so the payment is coming from big companies that, for example, Niantic, right? Niantic is a big Japanese company. They're the ones that did Pokemon Go, and they don't care which part of the world you're in. They want to expand their presence because they're going to get advertising money from the entire world. So if we can get people in India, or we can get people in South Africa, or South America to do it, then that still pays out the same no matter where you are. So yeah, it's a global thing. I see. Поскольку компания стремится к присутствию по всему миру, выплачивать она будет вознаграждение за выполнение заданий Rank and Share одинаковые суммы, независимо от страны, в которой это происходит. То есть так же, как делает, например, Niantic, которые разработали Pokemon Go, они делают одни и те же, собственно, расценки по всему миру, стремясь к глобальному присутствию. Вот еще вопрос по поводу 25 евро вступления. Это стоимость до 31 декабря, до конца года или до открытия компании 10 января? Вот эти 20 условия 25 евро. 25 долларов. Почему евро здесь написано? 25 долларов. Я понял. И не 15, а 10.
10, да, не 15 сказал, 10. Ну, тут написано 15, не важно. Хорошо. Или 10 января. 10 января было уже презентация, да. Не, 25 евро, само условие до 10 января и конца этого года. Да, я тебя понял, да, понял. So, our conversation is getting a bit long, but these are some crucial questions, so let's do them to the end. And the next question is that 25 euro participation fee eligible till December 31 only, or till the official launch on January 10th? I found out yesterday that they're going to probably do it until January 10th. So yes, it will be good through the 10th. Да, это будет до 10 января. То есть вчера он узнал точную информацию, что это будет до 10 января. И тот же еще на сегодня крайний вопрос. Да. Он такой более глобальный. Просто в 2 словах. Какой план компании на 2-3 года, ну, глобально, там, выйти на такие-то объемы, там, такие-то рынки, там, сделать то-то? So what I know is that DIVVEE is just beginning, and the whole thing with the mobile applications is just the very beginning, because this company is going to get so big, we're going to be able to literally go in and rank and share all kinds of things from all over the world. They are estimating that DIVVEE will be the first company ever to do $1 billion in sales, well, not sales, but in revenue in its first year. Monavi holds the record at 3 years, and DIVVEE's going to do it in 1 year. It was 30 for Monavi, right? 30 years. No, 3 years. In 3 years. 3 years, I'm sorry, okay. Только начало для DIVVEE, и это будет очень большой бизнес, и rank and share будет касаться очень многих вещей, и полагает, что эта система будет заработает первый $1 миллиард именно по доходам уже в первый год. Например, Monavi, такая компания, достигла таких результатов за целых 3 года.